Бездомная женщина пела каждый день только для того, чтобы иметь возможность купить еду для своего ребенка, но никто и представить себе не мог, что в один из дней произойдет нечто удивительное. Город просыпался холодным утром, и Лиза проснулась под грязными рваными одеялами и картонками, которые служили ей домом на улицах. Рядом с ней ее 2-летний сын Чарли все еще крепко спал на руках у матери, не замечая горечи жизни. «Доброе утро, любовь моя», – прошептала она с нежностью, в которой смешались нежность и смирение. Маленький мальчик в ответ потянулся и зевнул. «Доброе утро, мамочка». По заведенному порядку нужно было найти еду, и Лиза знала, что ей предстоит еще один трудный день, чтобы постараться, чтобы Чарли что-нибудь поел. Первые лучи солнца едва успели разогнать холод, когда мать и сын отправились на очередной день рыскать по городским улочкам в поисках объедков, которые могли бы утолить голод малыша. Мусорные свалки, молчаливые свидетели к страданиям бездомных, были первоначальным пунктом назначения. Сердце Лизы сжималось при виде каждого мусорного контейнера, в котором она рылась в поисках чего-нибудь. Крики маленького мальчика были эхом нищеты, которая поглотила их. «Успокойся, сынок. Давай посмотрим, что мы сможем найти на завтрак. Хорошо?» – спросила Лиза, обращаясь скорее к себе, чем к ребенку. Малыш кивнул, понимая трудный путь своей матери. Разочарование продолжало расти, и поиски пищи ни к чему не привели. Чарли продолжал плакать от голода, и Лизе пришлось прибегнуть к тому, что, казалось, было ее единственным умением, чтобы успокоить его, к своему голосу. Под тихую мелодию она спела песню, которая почему-то всегда успокаивала ее ребенка. Это была мелодия любви и утешения, в которой говорилось «Ты мой мир». Песня подействовала, и плач на мгновение прекратился. Именно тогда, на пике ее хрупкости, произошло неожиданное вмешательство. Прохожий, которому понравилась грустная колыбельная бедной матери, был тронут и оставил у ее ног немного мелочи в знак уважения к красоте песни. Лиза, удивленная и благодарная, воскликнула: «Смотри, любимый, у нас получилось». Она купила хлеб и кофе для себя и Чарли. Это было простое блюдо, но в тот момент оно имело особый вкус. Бездомной женщине, вдохновленной неожиданным открытием своего таланта, пришла в голову идея превратить мелодию своего голоса в источник дохода. Она решила расположиться на оживленной площади города, выбрав стратегически выгодное место, где она могла бы привлечь внимание прохожих. Глубоко вздохнув, женщина начала петь песни, которые она знала и любила. Люди, поначалу равнодушные, постепенно втянулись в обволакивающую мелодию, исходящую от удивительно мощного голоса Лизы. И вскоре по площади разнеслись восторженные комментарии. Люди с изумлением и восхищением узнали, что простая бездомная женщина – талантливая певица. По мере того, как толпа росла, в копилку поступало все больше денег. Это была симфония солидарности. Ноты сострадания превращались в мелкие монеты, которые для нее были целым состоянием. В конце дня, вернувшись в свой переулок, она пересчитала деньги, и на ее лице отразились удивление и счастье. Чарли, не подозревавший о происшедшей перемене, невинно улыбался, наслаждаясь материнским теплом. Когда Лиза вошла в магазин, ее встретили осуждающие и подозрительные взгляды, но это не омрачило ее. Она купила не только подгузники и бутылочку, но и пакет сухого молока и другие продукты, которые обеспечат ей более спокойную ночь. Ощущение того, что она может обеспечить комфорт своему ребенку, было бесценным. Теперь, несколько дней спустя, в совершенно другой обстановке, на другом конце города, появился Морган, крупный миллионер, владевший сетью магазинов музыкальных инструментов. Это было особенно холодное утро, около 8 часов, и зимний холод безжалостно атаковал его особняк снаружи.
Одинокий мужчина сидел перед камином, погруженный в свои мысли. Его взгляд был прикован к картине, где была фотография его любимой покойной жены Катрин, улыбавшейся в более счастливые времена. С грустным вздохом он печально прошептал: «О, любимая, я скучаю по тебе. Как бы я хотел, чтобы ты была здесь». Боль от ее потери все еще была сильна, даже спустя 2 года после рокового несчастного случая, который произошел с ней. Катрин была великолепной оперной певицей, выступавшей по всей стране, очаровывая публику своим уникальным и страстным голосом. Несчастный случай, изменивший жизнь Моргана, произошел однажды вечером, когда его жена возвращалась домой, и перегруженный грузовик столкнулся с автомобилем, в котором она находилась. Машину отбросило во враг, и, что еще хуже, произошел взрыв. Водитель скончался на месте, а поскольку тело певицы так и не смогли найти, ее сочли погибшей. С тех пор владельца магазина инструментов мучила боль утраты. В разгар его эмоциональной борьбы в дверь гостиной постучал Джек, его верный дворецкий, который проработал в семье много лет, а после смерти Катрин стал опорой в его жизни. 2 мужчин позавтракали и отправились в один из магазинов инструментов, где их ждала утренняя партия. По дороге тяжелая тишина нарушалась только ревом двигателя. Джек был не просто дворецким, но и верным другом, и в тот момент выполнял роль шофера, а также доверенного лица миллионера. Посещение его магазинов было ежедневной рутиной, способом занять себя и избежать оглушительной тишины пустого дома. Там, на другом конце города, когда взошло солнце, осветив холодные улицы и темный переулок, которые были частью жизни Лизы, началась новая глава. Чарли, ее маленькое сокровище, снова проснулся голодным, и его мать, даже несмотря на все невзгоды, делала все возможное, чтобы обеспечить комфорт своему сыну. Приведя в порядок его поношенную одежду, Лиза приготовила бутылочку сухого молока, которая уже подходила к концу. С тех пор, как у женщины открылся музыкальный дар, она превратила площадь в арену для своего выживания. Каждый день она выступала, исполняя песни, которые просили люди, получая взамен несколько $. Жизнь на улицах была тяжелой, но благодарность за ее умение петь стала маяком, который осветил ее трудный путь. Но все должно было измениться, поскольку Вселенная приготовила кое-что для этой бедной женщины. Лиза уже заработала несколько $, когда появился особый клиент. Тот человек, который первым дал бездомной женщине денег, когда она пела своему маленькому ребенку, чтобы тот успокоился. Этот человек случайно проходил мимо и снова увидел бездомную женщину. И затем он сказал: «Ты можешь спеть ту песню, которую пела своему малышу в тот день». Это было так прекрасно. Лиза согласилась и, закрыв глаза, начала напевать мелодию, которая была для нее такой особенной. Это было больше, чем просто песня. Это было единственное воспоминание, которое осталось у нее, когда она проснулась избитая и беспомощная, когда оказалась посреди оврага. Не помня своего прошлого, она бродила по округе, пока не оказалась в соседнем городе, совершенно не понимая, кто она такая и что здесь делает. Она встретила бездомных, которые приютили ее и дали ей имя Лиза. Однако они расстались после того, как девушка узнала, что беременна. В конце концов, она родила своего ребенка в переулке, и все, что Лиза могла вспомнить, это эта песня, которая бесконечно звучала у нее в голове. Это была первая песня, которую она спела своему малышу, чтобы успокоить его. Какое-то время ее молоко поддерживало жизнь ребенка, но когда сыну исполнилось 2 года, молоко у нее иссякло, она отчаялась, так как ничего не могла поделать. А возможность петь и зарабатывать деньги была для нее воплощением мечты. Вспоминая все это с закрытыми глазами и голосом, полным эмоций, Лиза от всего сердца спела песню, в которой говорилось «Ты – мой мир». Однако, как только она погрузилась в мелодию, произошло нечто неожиданное. Роскошный автомобиль Моргана остановился рядом с площадью на светофоре. Казалось, судьба идеально сплела жизни Лизы, Моргана и Чарли,
переплетя их пути невообразимым образом. Когда Джек увидел женщину, поющую на площади, его реакция была мгновенной. «Мистер Морган, посмотрите, это невозможно». Заинтригованный бизнесмен, сидевший на заднем сиденье, поднял голову и спросил: «Что случилось, Джек?» Дворецкий вытаращил глаза, вцепившись руками в руль, как будто увидел привидение. Он был ошеломлен. Именно тогда он опустил стекло рядом с Морганом, и мужчина смог мельком увидеть бездомную женщину, окутанную мелодией песни. У мужчины кровь застыла в жилах, а сердце готово было выскочить из груди. Его охватила смесь шока и недоверия. Он поспешно открыл дверь и решительно побежал, пробираясь сквозь толпу, собравшуюся вокруг бездомной женщины. Когда он подошел к ней, Лиза как раз закончила петь. Он не мог поверить своим глазам. Там стояла его Катрин. Его чувства были бурными: недоверие, надежда и легкий намек на отчаяние. Мужчина подошел, нежно взял женщину за руку и прошептал: «Катрин, это ты?» В этот момент на нее нахлынули воспоминания. Женщина, которая до этого жила без воспоминаний, увидела себя поющей на сцене. Она вспомнила свою последнюю песню «Ты – мой мир», композицию, которую она написала о своем муже, поскольку они были очень влюблены друг в друга. Эта песня была последним, что прозвучало в ее голове перед аварией. Она вспомнила, как перевернулась машина, как ее выбросило из нее еще до того, как произошел взрыв. Слезы потекли по ее лицу, когда реальность вернулась к ней. Простая женщина, которая пела на площадях, на самом деле была Катрин, женой Моргана, которая считалась погибшей 2 года назад. Она жила на улице, ничего не помня о своей прошлой жизни. До несчастного случая она не знала, что беременна, поэтому миллионер тоже не знал. Бизнесмен обнял ее, и их сердца, разделенные трагедией, воссоединились. Люди были в недоумении, не понимая, что на самом деле происходит. И только тогда Морган заметил нечто, от чего его сердце остановилось. Маленький мальчик Чарли сидел там, одетый в поношенную одежду, и смотрел на него. «Это наш сын?» – пробормотал мужчина, уже начиная плакать. «Да, любовь моя, это наш сын, Чарли», – сквозь слезы подтвердила женщина. Имя Чарли имело особое значение, потому что это было второе имя Моргана, которым жена ласково называла своего мужа. Но когда она потеряла память, это было единственное имя, которое она смогла вспомнить. Поэтому она подарила его своему сыну, когда он родился. Присутствующие на площади, все еще немного смущенные, но тронутые, начали аплодировать, когда правда открылась перед ними. Это было воссоединение семьи. Казалось, судьба каким-то образом привела всех в нужное место, в нужное время. Итак, Морган отвез свою жену Катрин и их сына Чарли домой. Как только она переступила порог, на нее нахлынул поток воспоминаний. По ее щекам потекли слезы, когда она оказалась лицом к лицу с прошлым, о котором забыла. Моменты радости и ностальгии наполнили комнату, когда семья собралась, чтобы поговорить и вновь пережить ушедшие годы. Супруги провели вместе много времени, и им было о чем рассказать друг другу. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.